Здравствуйте, я Габриэль. Я астролог, таролог и расстановщик, и в этом видео предлагаю вашему вниманию прогноз для дев на 2024 год. Вот мы задаем вопрос, что ожидает дев в 2024 году. Изо всех сил мешаем, это очень важно. Ну и пока я мешаю, я скажу следующее. Во-первых, уже готовы расклады на Украину, на Россию, на Беларусь на 2024 год. Вы можете найти их в ленте. Также вы можете написать в комментариях, если вас интересуют какие-то еще страны. Я буду делать, естественно, еще прогнозы. На 2024 год уже подготовлен календарик, как я это делаю обычно каждый месяц по датам, чтобы можно было хоть что-то спланировать. Но для тех, кто хочет планировать на какие-то дальние месяцы, вы можете увидеть, вы можете купить календарик на 2024 год, астрокалендарик. Так что ожидает дев по дням. И таким образом вы сможете спрогнозировать хоть что-то дельное, ну, например, какую-то поездку или что-то еще для вас важное, операцию. Вот как всегда помешали звонком. Звонят мерзавцы, просто вообще как будто люди не работают. Так, давайте смотреть, дорогие девы. Мы здесь видим, что стихия Земли, то есть Пентакли, представлена. Есть у нас Пентакли восьмерка, есть, правда, перевернутый паж Пентаклей. Но это, конечно, вот сложности будут с зарабатыванием денег. Но это уже понятно, в России сложности, да, большие. Что касается старших арканов, мы видим шута. В интересном месте мы видим мага. И мы видим звезду перевернутую и влюбленных перевернутых. Ну что ж, по крайней мере, в этом году вам доступен риск, потому что прямой шут хорош. То есть вы можете делать нестандартные шаги, даже если окружающие считают, что вы совсем неадекватны. В прямом виде шут вы можете делать все, что вы захотите, особенно когда он вот в этом месте. Ну вот именно в этом месте вы можете себе это позволить. И не смотрите на мнение окружающих. Оно совершенно для вас не важно в этом году. Оно вообще на самом деле не должно быть ни для кого важным, потому что у других людей другой опыт, другие знания. Другой вопрос, что если они более компетентны в том вопросе, в котором вы не разбираетесь и вы принимаете решение по этому вопросу, тут, конечно, это неправильно. Да? То есть не нужно решать за стоматолога, например, не нужно решать за сантехника, если вы не сантехник и так далее. Но если вы точно знаете, что вы разбираетесь в вопросе, как говорится, вперед. Про деньги уже сказала. Второй дом отвечает за материальный мир, и тут у вас не контакт. Возможно также, что ребенок будет требовать много денег, с ним будет вот здесь подтверждение того, что, может быть, со здоровьем у ребенка будут проблемы. Следите внимательно, чтобы не простужался. Берегите детенышей. Вот. Но и следующая карта – это маг. Маг – это состояние как раз всемогущего, состояние человека, который может управлять всем и всеми. И вы его будете распространять на ваших родственников, которые будут вам буквально поклоняться. Ну и, как говорится, делайте для них все хорошее, что сможете. А вот в собственном доме, 4-й дом отвечает за вопросы семьи и за вопросы рода, места, где вы живете. Тут у меня все вообще упало, и надо срочно поставить зарядку. Извините, пожалуйста.
так и сделаю. Так вот, здесь какие-то скандалы и возможен развод. Будьте, пожалуйста, внимательны. Вот это вот состояние мага, оно такое чреватое. Когда нам кажется, что мы пуп земли, это не всегда хорошо и не во всем. А маг, он именно таков. Он не всегда обращает внимание на окружающих. Ну и перевернутый паж жезлов в 5-м доме. Это, конечно, вот сложности с творчеством, сложности с вашим путем, я уже сказала, и может быть с детьми. Они могут себя вести не так, как вам хотелось бы, они могут требовать больше времени, к сожалению. Звезды, перевернутые в 6-м доме. Какие-то общие правила, которые распространяются на вашу работу, вам сильно помешают, к сожалению. Ну, например, там какие-то ограничения, которые происходят, не касаются вас лично, а касаются вообще поля вашей работы. Упорядочиванием, которым вы занимаетесь, будет заниматься сложно. Поэтому подстелите соломки, где это можно. Ой, извините. Вопросы. Много вопросов будут вызывать ваша печаль. 10 кубков перевернутая. В партнерстве вы теряете близких людей. Поэтому, как минимум, совет карт: не заводите с родственниками и никаких бизнесов. Не надо с ними партнериться по этому вопросу. Но также это может означать, что какие-то вопросы, связанные, например, вот здесь, вот они могут... Тяжбы, связанные с недвижимостью, вопросы взаимоотношений в семье могут вызывать вот это вот отторжение. С детьми можно ссориться, вот таким вот, вернее, не нужно, да, но может получаться, что вы как бы взаимно не выполняете какие-то договоренности, нарушаете какой-то внутренний психологический контракт, и они с вами тоже. И это приводит, конечно, к кризису, когда вам нужна поддержка, а ее нету. И все-таки попробуйте понять, что же именно эмоционально пытаются донести ваша семья. 4 кубков. Здесь 9-й дом, отвечающий за трансформацию. Так вот, трансформация ваша в том должна быть, чтобы все-таки увидеть и понять, какие же эмоциональные требования у ваших близких. Им это важно. И может быть, если вы сможете это увидеть, ситуация наладится. Хотя рыцарь мечей — это, конечно, жесткая фигура, он уже принял решение, он уже просто готов на все для того, чтобы добиться своих целей. 10-й дом отвечает за цели и задачи и карьеру. И вот здесь лежит хорошая карта. Вы профессионал, вы заработаете денег в любом случае, даже если какие-то текущие расходы превысят ваши возможности. Так что не волнуйтесь и просто старайтесь предугадать, что могут нам принести перевернутые звезды. Новые ограничения, новые законы, новые блокировки. Вот что это имеется в виду. Касающиеся именно вашей работы. Смотрите, что там нужно делать. Перевернутый туз кубков в 11-м доме. Это вот сюда тоже фактически. Да? Не вызывают у вас доверия, не вызывают у вас хороших чувств другие люди. Они очень вам сильно мешают делать ваши дела. Ну и в 12-м доме 9 кубков. Зато появляются какие-то новые интересные вещи, связанные с тайной, связанные с границей, связанные с больница, тюрьма, полиция. Что здесь у вас может быть? Здесь может быть еще милосердие, здесь может быть еще волонтерство тайное, и здесь могут быть еще какие-то вещи, которые обращают вас к каким-то совершенно новым мирам. Вот, чего вам и желаю. Какие-то новые радости, но будьте, пожалуйста, внимательны. Знаески всегда означает, что вы не так все видите, не так и знаете далеко не все, а лучше бы сначала узнать перед тем, как принимать какое-либо решение. Ну, вот такой расклад.
Желаю вам, чтобы ваш маг и ваш шут вывезли вас из любой ситуации, в которой вы находитесь, потому что личная ваша мощь достаточно серьезна. Ну и постарайтесь не отвлекаться на детали, а отвлекаться только на важные вещи, в частности, на ваших близких и родных. Я желаю вам гармонии, мира, любви и хорошего 2024 года. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал. И если вы смотрите меня на YouTube или на Дзене, приходите, пожалуйста, в Telegram. Там я публикую больше материалов текстовых, и, может быть, они вам также будут полезны. Всего вам доброго!